Друзья, сегодня мы с вами готовим курицу с рисом по особому рецепту, который никого из вас не оставит равнодушным. Блюдо подойдет как на праздничный стол, так и на обычный ужин после тяжелого рабочего дня. В общем, устраивайтесь поудобнее, ну а я приступаю готовить. Итак, первым делом давайте поставим вариться рис. Сегодня мы его приготовим особым способом. Первым делом давайте нарежем ингредиенты, которые мы добавим к рису. Имбирь сначала нарезаем на пластины, а уже потом нарезаем соломкой. Зубчики чеснока мы просто нарезаем на небольшие кусочки. Зеленый лук завязываем вот в такой вот узел. После того, как рис сварится, мы его вытащим и выкинем. Нам понадобится кастрюля с крышкой, желательно с толстым дном, чтобы тепло распределялось равномерно и наш рис не подгорел. Если у вас есть мультиварка, то можно варить в ней. Ставим кастрюлю на огонь, добавляем немного растительного масла. Теперь закидываем жариться нарезанные зубчики чеснока, имбирь и зеленый лук. Обжариваем так буквально минуту-полторы. И теперь закидываем промытый рис. Его надо хорошо промыть. Я в этот раз взял длиннозерный рис. Можете взять жасмин или басмати. Хорошо промываем несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Теперь вливаем куриный бульон. Напоминаю вам, что все подробные граммовки в описании под этим видео. Нужно довести почти до кипения. Вот как только начнет булькать, сразу ставим на минимальный огонь. Накрываем крышкой и варим так 10 минут. Следующим шагом давайте приготовим соус, которым мы будем покрывать уже готовые куриные бедра. Итак, первым делом давайте подготовим ингредиенты. Сначала нарежем имбирь. Его режем на тонкие пластины. Далее нарезаем тонкой соломкой. И уже потом поперек на мелкие кусочки. Теперь нам нужно измельчить чеснок. Можно сделать это с помощью мелкой терки, чеснокодавкой, либо с помощью ножа, как показываю я. Далее мелко шинкуем зеленый лук. Если у вас есть свежая кинза, то ее тоже измельчите. Перец чили тоже нарезаем мелко. Я обычно отрезаю заднюю часть, далее разрезаю вдоль, потом режу поперек на мелкие кусочки. Друзья, красный стручковый перец чили берите на свой вкус. Можете взять маленькие тайские перчики, можете взять какие-нибудь покрупнее. Также вы можете взять и в принципе обычный молотый красный перец и смешать его, например, с паприкой. Тоже будет вкусно. Но этот рецепт хорош именно со свежим красным стручковым перцем. Далее берем небольшую глубокую миску и туда складываем нарезанный красный перец, измельченный чеснок, измельченный имбирь, нашинкованный зеленый лук, если у вас была кинза, то нашинкованную зелень кинзы, и кориандр. Добавляем теперь столовую ложку сахара. И сейчас нам надо это все соединить. Сделаем мы это с помощью раскаленного растительного масла. Я обычно добавляю 2-3 столовые ложки растительного масла. В небольшой сковороде нагреваю его, а потом заливаю содержимое миски. Сразу же хорошо ложкой перемешайте. Теперь нам нужно добавить 2 важных соуса. Друзья, для любых азиатских блюд, как, например, сегодняшнее, очень важен качественный соевый соус, с которым вы всегда можете быть уверены во вкусном результате. Сегодня я выбрал натуральный соевый соус естественного брожения Сенсой, который богат белком и полезными свойствами. Особую пикантность этому блюду придает знаменитый соус шрирача. Данная эффектная бутылочка с узким горлышком и крышкой станет отличным дополнением на вашей кухне. Обладая приятным легким жгучим вкусом, а также пряным ароматом, с ним вы сможете готовить не только вкусные блюда, но и использовать в качестве самостоятельного соуса. Готовьте и получайте удовольствие от восхитительного вкуса азиатской еды вместе с Сенсой, ведь Сенсой настоящий эксперт в азиатской кухне. Итак, теперь добавляем в миску столовую ложку шрирачи. Далее 2 столовые ложки соевого соуса. Добавляем рисовый уксус. И все хорошо перемешиваем. Соус готов. Теперь давайте еще подготовим зелень для подачи. Берем зеленый лук батун и нарезаем его соломкой. Сделать это проще всего, свернув его таким вот образом. А уже потом нарезать ножом тоненькой соломкой. Вот так это выглядит.
Далее рекомендую переложить этот лук в холодную воду и дать ему постоять минут 10-15. Так зелень будет более мягкой по вкусу. Если у вас есть свежая кинза, то можете несколько листьев ее тоже бросить в холодную воду к зеленому луку. Я купил куриные бедра уже без костей. Если у вас с костями, то их надо извлечь. Старайтесь сделать это так, чтобы куски курицы не были слишком толстыми. Если курица была заморожена, то после разморозки обязательно посушите мясо бумажными полотенцами. Теперь нам нужно его немного посолить. И по желанию можете посыпать немного черным молотым перцем. Теперь берем сковороду, добавляем немного растительного масла, разогреваем, выкладываем жариться курицу кожицей вниз. Я крайне не рекомендую убирать кожу, с ней будет вкуснее. Жарим так с одной стороны до золотистой корочки, а уже далее переворачиваем. И жарим так до готовности. Я жарил примерно по 5 минут с каждой стороны. После этого достаем на разделочную доску. Аккуратно, резвыми движениями острого ножа нарезаем курицу на такие вот кусочки. Тем временем рис у нас давно сварился. После 10 минут варки я выключил огонь и дал постоять ему еще 10 минут. Теперь нам нужно собрать наше блюдо. В глубокую тарелку выкладываем отваренный нами ранее рис. Он у нас получился вкусным и ароматным. Теперь сверху аккуратно и красиво выкладываем кусочки курицы. Поливаем ее приготовленным нами соусом. Прям намазываем хорошенько им. И украшаем тарелку зеленью. По желанию можно еще посыпать немного семенами жареного кунжута. Ну все, блюдо готово. Желаю вам приятного аппетита! Друзья, на первый взгляд может показаться, что это блюдо очень острое, но я вас уверяю, это не так. Оно больше пикантное, пряное, насыщенное. В общем, обязательно попробуйте приготовить, я уверен, вам понравится. И я могу вам точно гарантировать, что результат у вас получится намного вкуснее, чем в любом известном вам паназиатском ресторане. Не забывайте делиться моими рецептами со своими друзьями, родственниками и просто близкими людьми. Также, если видео вам понравилось, обязательно поставьте ему лайк и подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. На канале много и других вкусных рецептов, а также обзоры еды, ресторанов, раменов и очень много интересных фактов из Южной Кореи. Тоже обязательно гляньте. Ну а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр и увидимся с вами в новых видео. Всем пока!